Я думаю, если вы когда-либо открывали Roblox Studio, то вы точно делали какой-то шедевр, используя только Toolbox. Так вот, в этом видео я тоже попытаюсь сделать какую-то игру, используя только Toolbox. То есть я не могу не добавлять скрипты, я не могу ничего сам строить, только брать модельки с Toolbox и как-то их расставлять, перемещать. Ну, как раз сложность этого челленджа, что я ничего не могу редактировать или модифицировать. Я даже не могу менять цвет других партов. Ну что ж, давайте посмотрим, что с этого выйдет. Да, идея звучит очень странно, но мне просто интересно. Возможно ли создать какой-то более-менее адекватный режим, только используя Toolbox. Сразу говорю, что я не поддерживаю использование Toolbox, когда вы создаете какой-то серьезный плейс. Так что для начала нам нужно придумать идею самого плейса. Но идеи особо у нас нету, так как мы ничего не можем редактировать, модифицировать, только использовать Toolbox. Так что мы можем сделать либо обе, либо какой-то ролл-плей, либо какой-то хоррор. Ну, по типу того, что вам нужно убегать от next-ботов. Потому что что-то больше мы сделать не можем. Так как скрипты писать мы не можем, создавать какие-то свои модельки мы тоже не можем. Ну и даже те самые модельки с Toolbox мы тоже не можем редактировать. Просто передвигать, менять размер модельки или вращать ее. Ну и я закинул этих три жанра колесо фортуны. И давайте посмотрим, что нам сейчас выпадет. И это... хоррор. Фух, ну хорошо, что выпал он, а не роллплей. Потому что я вообще не понимаю, как бы я его сделал. Ну и поразмышляв немного, я придумал идею для хоррора. Можно сделать его в стиле старого Роблокса. Все происходит в небольшом городке. Ну и, допустим, тебе нужно бегать от какого-то хакера. По типу Джон Доу или еще какого-то популярного хакера в Роблоксе. Да, задумка звучит немного скучновато. Ну а что вы хотите от тулбокса? Первое, с чего начнем, это с постройки локаций. Я думаю, можно сделать какой-то простой городок, добавить какие-то дома старого Роблокса. Ну, например, вот такой вот стандартный дом. Также можно повсюду добавить вот такие деревья. Единственное, что я, наверное, закастомизирую, это сделаю пол. То есть возьму и растяну вот этот парк, ну и поменяю ему цвет на зеленый. Ну а сейчас я пока что буду искать и добавлять разные модельки из старого Роблокса. Ну а пока я ищу, вы можете подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу, когда выходит. Там я пощу инфу, когда выйдет новый ролик. Там я пощу инфу, когда выйдет новый ролик. И в некоторых видосах вы можете поучаствовать. Так что подписываемся. Так, ну я что-то понаходил. Можно его сейчас как-то расставить более-менее. Ну, можно здесь сделать какую-то улицу, на которой будут дома. Также где-то в отдельной части будет магазин и другие постройки. Ну и в этом магазине вы можете прятаться. Допустим, как в сейф-зону. Если я найду какую-то дверь в тулбоксе, то я это сделаю. Также можно сделать детскую площадку, на которой будет эта горка. Также можно эти ящики расставить. Но я думаю, чтобы было логично, можно их возле магазина расставить. Ну, вот тут есть кресло вот такое. Также здесь есть машина. Ну, можно куда-то ее на карте поставить. И, например, если за кем-то гонятся монстры, то какой-то игрок может подъехать к другому игроку и спасти его. Вот такие части дорог я нашел. И прошу заметить, что вот даже если взять вот эту часть дороги и вот эту вот землю с другого объекта, то можно увидеть, что у них, в принципе, цвет одинаковый. Вот, так что я думаю, нужно перекрасить в этот цвет саму нашу траву, которая используется в плейсе. Вот поэтому я просто скопирую и перекрашу. Теперь это в одном цвете. Также я вот подумал, нужно найти какой-то скайбокс из тулбокса, чтобы он был примерно в стиле старого Роблокса, но я даже не знаю, как это можно найти. Вот, и чтобы какой-то темный, то есть чтобы ночь была. Ну вот какой-то я нашел. Ну, он видно, что баганный, может я какой-то другой сейчас найду. Они все баганные. Так а зачем их выставили вот столько одних и тех же просто выставляли? Ну, возьмем, допустим, такой, я не знаю. Я включил ночь и смотрите, как жутко все выглядит. Скайбокс я выбрал. Давайте тогда я построю как-то дорогу, чтобы сформировать сам город. Вот так дорога пока что выглядит. Может сделать такой квадратный перекресток или как. Ну как-то я думаю сделаю. Посмотрю, что получится. Я, наверное, квадрат такой сделаю. Вот так я построил локацию, тут будут дома, тут будет спаун, тут будут, наверное, магазины все, вот здесь вот тоже. Ну и здесь я просто сделаю какой-то лес такой, ну, чтобы сделать вид, что там тоже что-то есть. Вот, и поставлю невидимые стенки. Я думаю, вот такой вот дом подойдет для заднего фона, так что я думаю, его можно и использовать для него. Вот также я нашел вот такой вот, типа, дом-больницу или что. Также вот такой вот трехэтажный дом, я не знаю, куда его можно впихнуть, конечно, но можно один куда-то его поставить и все. Сейчас я буду просто расставлять дома. Думаю, эти дома нужно повернуть в эту сторону. Вот, ну, потому что так как будто логичнее.
Вот, ну я, в принципе, расставил все дома вот здесь вот. Разве что можно сюда еще пару домиков поставить, вот и все. Остальные дома типа вот такого можно куда-то сюда впихнуть. Так что пускай будет здесь. Эту больницу давайте поставим сюда. Ну, то можно поменять. Так что сейчас я поставлю по бокам дома и буду строить остальную всякую фигню. Напишите в комментариях, как лучше будет смотреться. Здесь поставить вот такой вот дом, либо же без этого дома. И сюда поставить, допустим, деревья. Ну, я пока что поставлю вот так вот. Если под видео будет много комментов, что нужно поставить деревья, то я уберу. Так, ну что ж, дома я, в принципе, полностью построил. Теперь буду размещать другие постройки. Только вот мне нужно их сначала в тулбоксе найти, потому что что-то мало всего я подобавлял. И может что-то интересное сейчас найду. Я нашел, короче, какой-то old sound, типа старый звук ходьбы, как в старом Роблоксе. Но давайте сейчас протестим. Так, я заспавнился в каком-то доме. Ну, я не шарю, возможно, это реально те звуки, потому что я тогда в Roblox не играл. Ну, вот так вот все выглядит от лица игрока. Тут еще есть что добавить. Я нашел в тулбоксе вот такой вот камень. Замок какой-то. Ну, замок, я думаю, вряд ли надо добавлять, потому что он немного не вписывается в стилистику. Также я нашел очень много классической фурнитуры из старого Роблокса. Но я думаю, как раз ее использовать для обустройки домов. Ну что ж, вот такое я нашел. Внутри, я не понимаю, ну тут что попало, если честно. Просто напихали кучу всего. Но надеюсь, тут прям вирусов не будет в этой модельке, потому что, ну, я хз. Здесь туалеты какие-то. Вот такое какое-то здание. Вот такое кафе непонятное. Где здесь вход? Вот, ну поставим его куда-то сюда, я не знаю. Ну, этот дом можно сюда поставить. Вот, магазин будет где-то здесь тогда. Вот это что? Это кафе. Если тут есть кафе, то можно еще одну сюда поставить. Чтобы не было кафе, прям еще одно кафе. Ну, как-то логично надо сделать все-таки. Хотя какая здесь может быть логика, если это все с тулбокса? Ну, нужно еще заполнить вот эту всю территорию какими-то домами или постройками. Вот такое кафе я нашел. Ну, или же это ресторан. Но я не знаю, добавлю я его или нет, потому что внутри он очень яркий, и по интерьеру он немного не вписывается в старый Roblox. Но я пока что поставлю сюда, может потом уберу. Но эту пиццерию можно пока что поставить сюда. Но я, в принципе, все более-менее расставил. Я думаю, сейчас нужно построить парк. Ну и после этого расставить деревья, всяких монстров. Ну и невидимые стены. Ну и сам парк можно построить вот здесь. Ну и вот такой вот таймлапс обустройки самого парка. Ну что ж, более-менее я все расставил. Но я думаю, нужно еще какими-то кустами, камнями заполнить всю локацию. Потому что она еще немного пустовата. Ну вот так вот выглядит парк от лица игрока. Я расставил пару вот таких вот кустов. Их, возможно, не очень будет хорошо видно, но потом можно добавить еще кусты. Также я нашел вот такой вот спаунпоинт. Его можно поставить в центре парка. И да, он тоже с такой старой текстурой. Ну а тут можно построить детскую площадку. Поэтому вот эти вот горки перенесу сюда. Также вот этот батут можно взять с набора мебели. Ну и поставить его можно, допустим, куда-то сюда. Ну и вот эти карусели я тоже как-то расставлю. Ну и также сюда нужно расставить деревья. Так, ну я думаю, сюда тоже нужно какую-то лавочку поставить. Ну, хотя бы одну. Вот так вот все выглядит со стороны. Да, но все как-то просвещается. Поэтому, я думаю, нужно добавить какие-то кусты. Ну, сейчас попробую найти какие-то кусты. Но я нашел вот такие вот кусты, но здесь какие-то яблоки, поэтому я думаю, ничего страшного, если я зайду и удалю эти яблоки. Ну опять нарушил правила. Но я надеюсь, вы меня простите. Ну и расставлю вот эти вот кусты по всей этой территории. Давайте теперь я протещу, могу ли я проходить сквозь кусты. Но это нужно проверить для того, чтобы игрок не мог запаркуривать на деревья. Я запустил игру, и чё за херня, какая-то ошибка. И чё мне делать? Бляха, походу какой-то вирус тулбокса словил. Но сейчас я внутри игрока посмотрю, что это за гуишка, чтобы потом посмотреть, где вылазит скрипт и откуда берется ошибка. Нам же в любом случае надо как-то исправить эту ошибку, потому что игрок даже играть не может. Ну и вот я нашел эту гуишку в плейсе. Это какая-то фигня в этом доме. Здесь какая-то папка utilities, в которой какой-то очень большой скрипт. Но это, наверное, скрипт на функционал вот этой вот мебели. Но я думаю, в нашей игре вряд ли игроку нужен функционал этой мебели. Поэтому, чтобы предотвратить баг, я удалю этот скрипт. Интересно, сколько раз я уже нарушил правила видео? А именно модифицировать модельки или удалять что? Ну, напишите
напишите в комментариях, сколько раз я нарушил это правило. Я запустил плейс, и сейчас никаких ошибок нету. Ну и игрок может вставать на кусты. А это значит, что у них включена коллизия. Ну и в листве деревьев тоже включена коллизия. Поэтому нужно как-то это исправить. Ну и так как я не могу каждому объекту отключить коллизию, я создам скрипт, который... бляха, я же не могу юзать скрипты. Надо просто избегать эту проблему как-то. Чтобы игрок просто не мог запаркурить на дерево. Но нужно тогда их расставить так, чтобы они не были вплотную к деревьям. Ладно, пофиг, тогда будет баг, а не фича. Бляха, не баг, а фича. Ну что-то я на таймлапсе там расставлял какие-то кусты. Теперь, я думаю, нужно добавить какие-то камешки, траву, что-то такое, чтобы сделать локации более живыми. Вот такие модельки я нашел для декорации локаций. Ну и я начал додекорировать ними парк и детскую площадку. Ну что ж, я более-менее задекорировал спаун и детскую площадку. Теперь, я думаю, нужно проставлять деревья по всей локации, ну, возле домов и других построек. Поэтому я сейчас этим займусь. И да, расставлять деревья и любые декорации мне было очень неудобно, так как это нужно было нажать Ctrl-D, ну то есть сдублировать. Но потом, когда я уже все сделал, я вспомнил, что есть плагин Brush Tool. В нем просто нужно открыть менюшку, выбрать саму модельку, и ты можешь просто расставлять ее по всей локации. Ну, короче, очень удобная хрень, но я про нее вспомнил только когда я расставил все деревья. Так, ну я не знаю, что еще можно добавить, потому что я добавил деревья, кусты, траву, расставил камни. Но в любом случае нужно заполнить всю карту, поэтому сейчас я займусь тем, что расставлю здесь дома. Ну и после того, как я расставил дома, я еще расставил возле домов деревья, кусты, траву и другие декорации. Я думаю, вот здесь и вот здесь вот можно еще дома расставить. Ну что ж, я добавил пару домов. Я думаю, нужно сделать какое-то расстояние между вот этими вот постройками и дорогой. Также, я думаю, вот этот дом можно поставить сюда и сделать его как пасхалку. Ну и вот здесь вот просто застроить деревьями, чтобы игроку изначально не было видно, что там находится дом. Этот магазин можно посунуть сюда. Он, конечно, что-то очень маленький, но пускай сойдет. Вот это все пространство потом нужно застроить деревьями. Также я сюда добавил пиццерию, но что-то она немного в стилистику не подходит, поэтому я думаю, что я его уберу. Вот этот дом Эпштейна можно вот так вот повернуть, в принципе, и пускай он будет вот так стоять. Ну, вроде бы все уже нормально выглядит, поэтому можно считать, что я уже дома добавил. Блин, ну если бы была возможность модифицировать что-либо, то я бы сделал вот эту пиццерию как-то разломанной, что, например, некоторые буквы попадали вниз, или же в пиццерии выбиты окна. Но все же я не могу ничего редактировать, поэтому я просто ее удалю. Ну и после этого я разместил по всей локации деревья и другой декор. Вот здесь вот, где вот этот дом, я размещу очень много деревьев. Ну и если я найду в тулбоксе, то я найду вот такую вот дорожку, которая будет вести к дому. Вот так вот я расставил деревья. Ну и сейчас я затащу, как оно вообще выглядит от лица игрока. Вот я запустил игру, и вот так вот все выглядит. Но я думаю, если присмотреться, то понятно, что там дом какой-то находится. Но если еще наставить всякие кусты, то в принципе не так сильно будет видно. Как только я подошел к дому, он начал разваливаться. А это значит то, что здесь не включен параметр Anchor. Но я думаю, ничего страшного, если я его включу. Ну блин, если бы вы создавали плейс, используя только Toolbox, то я думаю, вы бы включали параметр Anchor там, где он нужен. Вот я его заанчорил, теперь вот так вот он выглядит, ничего не разваливается. Ну что ж, продолжу я расставлять деревья. Фух, ну наконец-то я расставил все деревья. Осталось, конечно, расставить всего лишь там кусты, камни, траву и другое. Ну, пустяки, в принципе. И да, на записи я сейчас офигеваю от того, что я нашел этот плагин, про который я вам недавно говорил. И как раз после этого мне стало очень легко расставлять все деревья. Ну, получается, зря только всрал куча времени. Дальше я уже с этим плагином повсюду начал расставлять кусты и другой декор. Ну что ж, я уже расставил весь декор, и теперь мне нужно расставить мебель во все дома. Вот такой вот еще я пак мебели нашел. Здесь есть вот такие обои, вот такие ступеньки и полы. Ну а также в этом паке есть вот такая миниатюрная мебель. И да, вот эти вот синие дома уже обустроены. А вот эти вот маленькие или просто красные, они не обустроены. Поэтому их мы будем обустраивать. Так, мне нужно выбрать какую-то кровать. Есть только такая и вот такая. Но я думаю вот эту взять. Ну, поставим сюда. Дальше можно какой-то стол и стульчик добавить.
Есть только этот стол, можно его и завязать. Не, ну конечно, если вот такой вот стол, он прям очень огромный. Не, ну я вот смотрю, он что-то прям очень маленький. Ну можно вместо стола вот эту тумбочку взять. Короче, я обустроил всю эту хату, но ничего не записал, поэтому сейчас будет просто обзор на эту хату. Вот так вот выглядит хата. Внутри есть вот такой огромный комод, в который можно кого-то спрятать. Вот такой вот огромный холодильник и сразу возле него комп, чтобы можно было брать еду и даже не вставать с компа. Вот такой вот комод возле кровати. Ну я не знаю, что про него можно сказать. Ну и сама кровать. Ставь лайк, если хотел бы тут жить. Ну, я думаю, можно еще на вход какой-то ковер поставить. Ну, допустим, вот этот. Ну вот первый дом построен, осталось еще вот столько. Ну плюс, конечно, что вот эти вот дома обустроены, поэтому на несколько домов меньше придется строить. Сейчас вот эту огромную хату придется обустраивать. С того пака мебели я взял кровать, диван, телек и какой-то шкаф и расставил их. Также я взял вот этот стол, который не подошел к предыдущему дому. Поставил лампу, также поставил огромный ковер и на него разместил стол с стульчиками. Я ничего не придумал, что можно разместить на этот стол, поэтому сейчас найду какую-то игрушку в тулбоксе. Ну вот эту игрушку, в принципе, можно поставить. Ну и я думаю, на кровать можно одну игрушку поставить. Ну все, этот дом я обустроил мебелью. Теперь осталось сделать остальные дома. Наконец-то я обустроил все дома. Это было очень сложно. Ну да, строить плейс полностью из тулбокса капец как сложно. Но если честно, это было очень геморно. Потому что каждый дом нужно обустроить по-разному. И всю мебель разместить по-разному, расставить разную мебель. То есть буквально сделать каждый дом индивидуальным. Чтобы он хоть немного отличался друг от друга. Ну конечно, я бы мог сделать все дома одинаковые. Но я решил, что нужно обустроить их мебелью. Мне осталось обустроить вот эту трехэтажку. Ну можно сюда добавить кронштейн и зелени немного. Ой, то есть добавить лестницу и сделать эту трехэтажку заброшенной. Ну вот, я добавил на самый верхний этаж коробки. Также я повсюду разместил паутину. Ну и в итоге на всех этажах я разместил коробки паутину и добавил лестницу. Ну и на лестнице я перекрыл вход коробкой, чтобы игрок не мог пробраться на второй этаж. Также я обустроил магазин, но я ничего не придумал, кроме того, чтобы поставить туда внутрь коробки, ну и разместить вот такую табличку, что магазин закрыт. Короче, я в тулбоксе нашел вот такую табличку, что кто-то потерялся. Ее можно расставить по всему городу, поэтому я этим и занялся. Ну и после этого я начал обустраивать вот этот секретный дом. Я думаю, в него нужно разместить какую-то пасхалку. Поэтому я решил разместить вот этого нуба, который разыскивается по всему городу. И таким образом в этой игре уже есть небольшой лор. Я его установил в угол этого дома и поставил ему фонарик. Вот так пока что все выглядит. Я думаю, ему можно какую-то игрушку в руки поставить. Например, вот эту. Немного разверну, чуть уменьшу и передвину к нему. Ну и вот так все выглядит. Но я думаю, нужно добавить еще какие-то ограждения, чтобы игрок со стороны не увидел этого нубика. Хотя как будто игроки не знают, что он находится тут. Потому что я уверен, что все игроки, которые будут, это зрители. Ну и я разместил те самые коробки, что были в многоэтажке. Ну и теперь вот так вот все выглядит со стороны. Ну что ж, теперь осталось разместить стены и доразместить деревья. Ну и разместить монстра. Ну или же несколько монстров. Ну что ж, я нашел вот такую вот стену или стену и просто увеличу ее и размещу вокруг всей локации. Да, мне еще очень много деревьев нужно добавить. Ну а вот эти вот лишние деревья и кусты нужно убрать. Ну и на протяжении получаса происходило мучительное добавление деревьев. Ну после этого я просто уже так задолбался, что мне уже было лень что-то добавлять. После этого я в тулбоксе нашел вот этого гостя 666 и разместил двух этих типов по локации. Также там где-то валялась вот такая вот машина, и я ее решил разместить на дороге. Фух, ну наконец-то я доделал этот плейс. Я его делал примерно 3 дня. Ну понятно, что я не full день делал этот плейс, но в любом случае заняло немного времени. Давайте все-таки я затащу этот плейс. Ну и вот я заспавнился. Вот так выглядит спавн, ну а именно парк. Ну и вот за мной уже бежит этот маньяк. Только он что-то застряг немного в фонтане. Ну по сути в этом плейсе нужно просто бегать от этого NPC, ну и больше ничего. Ну да, такой себе плейс вышел. Я в нем больше времени потратил на то, чтобы обустроить всю локацию. Вот, я как раз могу с помощью дерева запрыгнуть на крышу, и там меня не достанет этот NPC.
Ну и вот мы подошли к концу видео. И возможно ли создать плейс, используя только Toolbox? Я думаю, вряд ли. Потому что пока я создавал этот плейс, мне все равно как-то приходилось видоизменять некоторые модельки. Поэтому итог, просто делайте плейсы с нуля и не юзайте Toolbox. И да, если вы хотите сыграть в этот плейс, вот так он называется. Ну еще плюс ссылка на него будет в описании и в комментариях. Ну и с вами был Вистер, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Discord, подписывайтесь на телеграм-канал, оформляйте спонсорство. Ну короче, на все подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и всем пока.